Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание празднику Петра и Февронии, который мы вместе с вами все будем отмечать 8 июля. Поговорим о том, что это за святые такие, что обязательно в этот день нужно сделать и что ни в коем случае нельзя делать 8 июля, а также проведем обряд на привлечение богатства и сделаем защиту дома от врагов и завистников. Обязательно досмотрите это видео до конца, очень много полезной и важной информации ждет каждого. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы считаете, что эта информация будет полезна и важна. 8 июля отмечается народный праздник День Петра и Февронии. В православном церковном календаре это день почтения памяти супругов князя Петра и княгини Февронии Мурманских. Другие названия этого праздника – это День Петра, День Февронии и Феврония Русальница. На Руси до прихода христианства в этот день отмечали праздник всех влюбленных. Покровителями этого дня были сыновья богини Лады – Лель, Палелий и Дид. Народные приметы и поверья на 8 июля связаны с Днем Петра и Февронии. Этого дня христиане восточного обряда почитают пару святых Петра и Февронию. И согласно легенде, они умерли в один день. Еще в ту пору, 8 июля, начали считать праздником для всех любящих сердец, которые связали себя узами брака. Девушкам запрещается в этот день браться за расческу, иначе волосы могут заболеть, и лечить их потом будет достаточно трудно. Также девушки в этот день не должны были и купаться в озере. Говорят, что это может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Неизвестно, как это связано, но проверять не стоит. А тем, кто боится темноты, в этот день, 8 июля, лучше оставаться дома, даже в дневное время суток. Если вы вышли на улицу, то темные силы могут зайти к вам в дом и пугать вас на протяжении нескольких еще ночей. Лучше перестраховаться и жить спокойно, чем брать грех на душу. С этим днем связаны и некоторые важные приметы. Например, считалось, что если купец на Петра и Февронию отработает весь день в лавке бок о бок со своей женой, это принесет их семье достаток. Другие народные приметы касались погоды и сенокоса, которым начинался как раз в это время. Люди подмечали, что если свиньи и мыши начинают есть сено, то покос будет худой. Об этом свидетельствовало и обилие кашки на лугах. Существует еще одно название этого праздника 8 июля – Феврония Русальница. И считается, что с этого дня русалки начинают водить хороводы, и поэтому он получил название Февронии Русальницы. В это время уже обычно жарко, и считается, что после Петра и Февронии наступают 40 самых жарких дней года. Дети и молодежь каждый день купаются, и им надо быть особенно внимательными, чтобы не попасть в лапы разыгравшимся русалкам, которые могут затянуть их в водоворот. В реку или озеро надо входить, непременно перекрестившись. Также можно было без боязни сегодня отпускать на рыбалку своего возлюбленного. Русалки не заманят его к себе и не утащат на дно. 8 июля старались всегда задабривать русалок. Для этого шли на мост, который был расположен над рекой, и кидали вниз красную ленту, специально купленную для этой цели. Затем вслед кричали такие слова: «Красавица речная, подарок получи, а меня к себе не тяни». После этого уходили, не оглядываясь и ни с кем по дороге не здороваясь. В день Петра и Февронии обязательно устраивались вечерние застолья с постными блюдами, где собиралась вся семья.
Во главе стола сидела самая пожилая семейная пара основателей рода. Они же первые приступали к трапезе, затем ели по старшинству. Для праздника выпекался большой пирог, чтобы всем хватило, но и лишнее не должно было оставаться. Чужому человеку такой пирог есть было нельзя. А вот крошки отдавали домашней птице и скоту. Также в этот день было принято организовывать концерты, массовые гуляния и ярмарки. Люди в этот день делились своими эмоциями, теплыми пожеланиями и дарили друг другу букеты ромашек. Главным символом дня 8 июля является ромашка, поэтому влюбленные друг другу дарили по цветку. Мужчины вставляли ромашку в петлицу рубахи, а женщины украшали ею косу. Носили в течение дня, а вечером заваривали чай и добавляли туда эти цветочки. Напиток выпивала только любящая пара. Также в этот день, 8 июля, были определенные запреты, которые выполняли непрекословно наши предки. В этот день, 8 июля, нельзя было ссориться с любимыми людьми, иначе ссора может затянуться на года. Также в этот день нельзя было месить тесто и печь что-либо в духовом шкафу, либо на сковороде. Считается, что такие действия привлекают в дом нищету. Нежелательно в этот день было и переезжать в другое жилье. Это приведет к проблемам с финансами. Нельзя было и рассказывать о своих снах, которые приснились в ночь на 8 июля. На Петра и Февронию не работали в саду и огороде, но работа по дому не воспрещалась. Если вы решили накрыть праздничный стол в этот праздник, помните, что употреблять мясные, молочные и рыбные блюда нельзя, так как продолжается апостольский пост. Строго-настрого запрещено сегодня было шить и заниматься рукоделием. В праздник категорически запрещено ссориться, разводиться и вообще просто думать о плохом. На Петра и Февронию проводились различные ритуалы, читались определенные заговоры, изготавливались талисманы, обереги и амулеты, которые оберегали семейное благополучие. А мы вместе с вами предлагаем провести обряд на привлечение богатства. Итак, в день Петра и Февронии, 8 июля, вам нужно заговорить монету достоинством только в 5 копеек. И берем в руки монету в 5 копеек и говорим следующие слова. Торгую как купец, а дома молодец. Клад я в доме принес, а положить некуда. Пошли, святой Петр, мне, рабу Божьему, называйте имя, достаток и богатство. Аминь. Эта монета кладется в портмоне или кошелек и носится там 30 дней. После этого этой монетой нужно постараться рассчитаться. И также в этот день, 8 июля, вы можете провести ритуал по защите вашего дома от врагов и завистников. Часто семейное счастье становится предметом зависти недоброжелателей. И если негативная энергетика сильна, это может нанести вред семье. И для защиты семейного очага в этот день читаются определенные слова. Эти слова читаются на 3 свечи, принесенные из церкви в день праздника. Перед началом ритуала расставьте свечи по кругу. Внутрь кладется семейная фотография, на которой запечатлены все близкие родственники. После обряда ставится фото на место, где его виднее будет всего. А слова нужно сказать следующие. «Святые Петр и Феврония, не спошлите счастья в мой дом. Пусть супруги живут в уважении, пусть дети родителей своих чтят без сомнений. Пусть ни одна беда моего дома не коснется, беды и раздора не принесет. Ключ и замок да будет так». Смотрите, чтобы свечи сами обязательно догорели, а огарки вынесите и закопайте под дерево. Вот такой у нас с вами праздник Петра и Февронии, день хранителей святых, как хранителей домашнего очага и любви. И вы знаете, этих святых с Петра и Февронию почитают и церковью, и народом. А мы всем нашим слушателям и подписчикам желаем мира, любви, гармонии. Пусть всегда в вашей будет жизни все только самое лучшее. И мы с вами к этому всегда должны стремиться.